Вы на канале «Это вкусно». В этом видео поговорим о загустителях для джема и желе. Это пектин, агар-агар и желатин. Добавление загустителей позволяет уменьшить в рецептах количество сахара в 2 раза, в 3-5 раз сократить время варки, сохранить натуральный вкус и цвет ягод и фруктов. Сплошные преимущества. Мне задают вопросы, какой загуститель лучше использовать. На примере джема из абрикосов я покажу, каких результатов можно достигнуть с пектином, агаром и желатином. Таким же образом можно делать джемы и желе из любых сезонных ягод и фруктов. Досмотрите видео до конца. В конце видео будет краткое резюме, какой загуститель лучше использовать и для каких целей. У меня сегодня вот такие спелые абрикосы. Для джема лучше брать хорошо вызревшие плоды, мягкие. Я их промыла, просушила и удалила косточку. У меня получилось 1,5 килограмма очищенных абрикосов. Для джема на желатине я возьму 500 грамм абрикосов, 250 граммов сахара, 15 граммов желатина, 90 грамм воды для желатина. Заливаю желатин холодной водой в соотношении 1 к 6 и дам ему набухнуть. Пробью абрикосы погружным блендером, можно также перемолоть на мясорубке. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять эти рецепты, и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Добавляю сахар. Я не люблю очень сладкие джемы и варенья, поэтому сахар всегда кладу в пределах допустимого минимума. Можно брать сахар 1 к 1 с ягодами или фруктами. Ставлю на плиту и при постоянном помешивании довожу смесь до кипения. Банки и крышки уже должны быть простерилизованы. После закипания провариваю абрикосы, постоянно помешивая 5 минут, и снимаю с плиты. Сейчас можно снять образовавшуюся пенку. После того, как пенка собрана, я добавляю к джему набухший желатин и хорошо перемешиваю, чтобы желатин полностью растворился. Желатин я использую силой 200 Блум. Сила желатина всегда указывается на пачке. После этого наливаю джем в банку и закручиваю крышкой. Оставляю до полного остывания. Оставшийся джем я налью в прозрачную креманку, чтобы потом показать результат. Застынет джем при комнатной температуре или останется жидкий, зависит от количества желатина. Если вы добавите желатина немного, то джем будет застывать у вас только в холодильнике, а это не очень удобно, особенно если вы готовите не одну баночку. Если же положить желатина много, то в джеме может появиться характерный привкус, так как это загуститель животного происхождения. Первый вариант джема готов, и вот что у меня получилось на следующий день. Джем застыл без холодильника, он похож на мармелад, он вкусный и ароматный, но достаточно плотный и матовый. Если добавить желатин не 15 грамм, а скажем 10, то джем будет более мягкой консистенции, но при комнатной температуре не застынет. Поэтому для себя решите, какой продукт вы хотите получить на выходе. Второй вариант – это джем на пектине. Для него я взяла 500 граммов абрикосов, 350 граммов сахара, 20 граммов пектина. Пробиваю абрикосы погружным блендером. Из общего количества сахара я беру 2 ложки и смешиваю его с пектином. Оставшийся сахар я всыпаю в сотейник к абрикосам и перемешиваю. Обратите внимание, что если вы пользуетесь, как и я, желфиксом от производителя Доктор Водкер, и если вы положите недостаточно сахара, то джем получится с кислинкой. Поэтому сахара я взяла немного больше, чем для других рецептов. Отправляю на плиту, довожу до кипения и увариваю при постоянном помешивании 5 минут. В процессе варки я снимаю образовавшуюся пенку. Через 5 минут я всыпаю пектин и хорошенько перемешиваю, чтобы пектин разошелся, и после этого провариваю еще 2 минуты.
Снимаю с плиты и переливаю в стерильную баночку. Закрываю крышкой и даю джему полностью остыть. Остаток также наливаю в креманку, чтобы потом продемонстрировать результат. Джем с пектином застывает при полном остывании. Иногда это происходит на следующий день. Вот такой результат у меня получился. Джем застыл, но при этом очень нежный, глянцевый, отлично мажется на хлеб, не растекается. Именно поэтому во все джемы, которые готовлю я, добавляю пектин. Это мой выбор. Рецепт желе из вишни можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. И третий вариант – это джем на агар-агаре. Для него я взяла 500 граммов абрикосов, 250 граммов сахара, 3 грамма агар-агара с силой геля 1200, 50 мл воды для агара. Начну с того, что пюрирую абрикосы. Теперь остановлюсь немного на агаре. Это загуститель растительного происхождения, он намного сильнее, чем желатин. Агар бывает с разной силой геля, которая указывается на упаковке. У меня сегодня агар с силой геля 1200, это максимальная сила. Чаще всего в магазинах продается агар с силой 900. Как рассчитать дозировку агар-агара с разной силой геля, я напишу в описании под видео. И еще одно важное дополнение. Если вы работаете с агаром первый раз и не уверены в его качестве, то чтобы не испортить продукты, проверьте свой агар. Как это сделать, я сейчас покажу. В агар наливаю воду, размешиваю и добавляю несколько ложек абрикосового пюре. Ставлю на плиту и при постоянном помешивании довожу до кипения. Агар начинает растворяться при 90 градусах. После закипания провариваю агар 1-2 минуты. Уже видно, что масса начинает густеть, значит агар хорошего качества. Отставляю его в сторонку и займусь джемом. Чем хорош агар, его можно подогреть не один раз и он не теряет свои свойства. К абрикосам добавляю сахар и отправляю на плиту. Варю при постоянном помешивании 5 минут, при этом снимаю пенку. Через 5 минут добавляю агар. Хорошенько перемешиваю и варю еще 2 минуты. После чего разливаю в стерильную баночку и закручиваю. Оставшийся джем наливаю в креманку. Джем на агар-агаре начинает схватываться уже при 40 градусах. То есть при комнатной температуре джем абсолютно стабильный. Он хорошо держит форму, получается довольно нежным, вкусным, но при этом не такой глянцевый, как на пектине, а более матовый. Вот такие 3 варианта джема на разных загустителях у меня сегодня получились. Резюмирую. Агар-агар дает более стабильную и плотную консистенцию. Джемы с ним хорошо использовать при выпечке, но изделия с агаром нельзя замораживать. Если хотите получить желе более глянцевое, с нежной, тягучей консистенцией, используйте пектин. На пектине готовятся ягодные начинки для муссовых десертов, так как он отлично переносит заморозку. Желатин для ягодных и фруктовых джемов и желе я не использую из-за появляющегося привкуса и нестабильного поведения при комнатной температуре. Мой выбор для джемов – это пектин. А вы пробуйте и выбирайте загуститель, какой нравится вам. Мои любимые желе и джемы смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравились сегодняшние рецепты? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно!